Всем привет, кто заходит. Всем привет, кто заходит, всем привет. Надеюсь, что вы еще не спите, но кто спит, пусть будет смотреть, в общем, в записи. Привет. Всем привет. Давайте с вами начнем эфирчик. Сейчас я... Ой, какая-то спичка бракованная, но горит хорошо. Подсказки у нас бесплатные. Кому нужны подсказки? Просто пишите подсказки или подсказка. Свечку зажгла. Так. Я все приготовлю. Эфир у нас по субботам. Так получилось, что сегодня так поздно вышло, но все-таки вышло. Вот, я понимаю, что не все смогут посмотреть, но кто-то сможет посмотреть в записи. Доброй ночи, Ирина! Привет! Доброй ночи, очень рада вас видеть. Подсказку на всех сейчас посмотрим. Предсказания на 2024 год тоже есть. Номера свободные, сейчас скажу. Если что, с 50 по 65, с 70 по 73, 78 по 87 и с 89 по 98. Ну, это если кто захочет. Так. Со Старым Новым Годом! О, точно! Вас тоже со Старым Новым Годом! А я думаю, что это мне сегодня присылают какие-то видео новогодние? Я думаю, Новый год закончился же уже. Я забыла, что у нас еще Старый Новый год. Вас тоже всех поздравляю со Старым Новым Годом, Ирина. Вас особенно. Вот. Так, сейчас смотрим. Так, для Ирины подсказка. Следите за знаками, которые подает вам Вселенная. Такая вот первая подсказка. А я только что прибежала, разделась, сняла и думаю, эфир, бегом. Успехов в реализации задуманного, достатка, удачи. Спасибо вам большое. Спасибо, Ирина. Вам всего самого-самого лучшего, здоровья, успехов. Вообще пусть все желания сбываются. И с вами пусть будет любимый человек, который вас очень-очень любит. Для Ирины. Прислушайтесь к своей интуиции. Сейчас она не подведет. Интуиция. Интуиция сейчас хорошо работает. Вы вышли в волшебную ночь, да? Здорово. Главное, чтобы у всех все было хорошо. Не только в эту волшебную ночь, да? Для вас хорошая новость уже в пути. Какая-то хорошая новость. Смотрите. Спасибо большое за пожелание. И вам спасибо огромнейшее просто. Доброй ночи, Айлен. Не ожидала, что вы сегодня выйдете так поздно. Вот, да. Я вообще не ожидала. Мы так вот приехали. Вот только что пришли. У меня на голове еще вон творческий беспорядок, потому что я только шапку сняла. Думаю, надо на эфир. Можно донат с вопросом, Оляка. Можно. Так, вот. Добрый вечер, да. Ссылку я скинула, если что. Так, мы для Ирины смотрим. Для Ирины. Ой, смотрите, Ирина. Выпей бокальчик. В любой непонятной ситуации выпей вина. Не нужно много. Выпей 1 бокальчик, ну или 2. Действуй. Ну, в общем, здесь, возможно, не бокальчик вина, а там кофе. Кстати, мы сегодня зашли, такой латте пили. На улице такой мороз, морозяка. А мы пили латте в тепле. Ну, то есть то, что вы любите, то и вы пьете. Ирина, добрый вечер. Подсказки на всех. Всех со Старым Новым Годом поздравляю. Да. Я даже забыла, что сегодня Старый Новый год, представляете? Обалдеть. Без кофе день не начинаю. Класс. Я тоже обожаю кофе.
Когда-нибудь, может быть, будет кофемашина, но у меня пока нет. Для Ирины. Так, для Ирины. Ой, смотрите, не нужно оставаться с тем, кто разбивает твое сердце. Дари свою любовь только тем, кто этого достоин. То есть вычеркивайте из своей жизни тех людей, которые делают вам больно или причиняют вам какие-то такие вот нехорошие ощущения, чувства. Оставляйте только хороших людей. Пусть в вашей жизни будет все самое-самое хорошее. Так что вам такой намек из будущего, что если кто-то что-то не так, то не общайтесь с этим человеком, в общем. Так, смотрим. Донатик мне пришел, сейчас я посмотрю. А потом будем дальше чат читать. Это же было в прошлый раз. Хорошо, сейчас посмотрю. Чудесное, классное настроение. Да, я рада, что я наконец-то добралась до эфира, потому что все в бегах, туда-сюда надо было, очень много времени занимает вот эти всякие походы по разным делам. Завтра с утра тоже ехать. Добрый вечер, Донатик. Успешной недели, Ирина, успешной недели. Всем огромное спасибо, что пришли на эфирчик. Всем удачи, пусть и ваши желания сбываются. Вам тоже классной недели, плодотворной. Так, я сейчас донатик смотрю, потом посмотрим чат. Оля К. Мысли, чувства, действия. Мысли. Он чем-то расстроен. Он думает о вас, но он чем-то расстроен. Чем он расстроен, непонятно. Не знаю, какой-то новостью, что-то ему не нравится. Но мысли есть в мыслях. Ага, и в чувствах он сомневается, кстати. Да, уже было. В чувствах у него какие-то сомнения. То есть мое это или не мое в чувствах. Он сомневается, вот как бы надо или не надо, что делать, в общем, не знает он. Или как бы, или все вернуть, да, как-то вот, это вот мое, то есть это мое это, или вот не мое это. То есть, или продолжать, или обрубить все нафиг. Или выяснить что-то, рассказать, что-то хочет. Он что-то хочет сказать, какие-то новости, известия. Может быть, кстати, он в мыслях у него то, что он вам что-то не сказал, поэтому он недоволен. Потому что он что-то хотел бы вам сказать, но не сказал. Он вам что-то сказал. Нет, Зарина, это Оля. Он хотел бы, что он хотел бы вам сказать? Вот он хотел бы вам сказать, что как бы вот... Или он хотел бы с вами восстановить отношения, или перевести их на новый уровень тут. А что у вас там, какие вы отношения-то, в каких вы отношениях, не знаю, да, но вот здесь вот он хотел бы серьезных с вами отношений. Но он думает, он вам не сказал. Блин, ну не знаю. Он, в общем, решает, продолжать с вами отношения или нет, по судьбе это или нет. То есть семейные отношения прям хотел бы. Вот он думает, или нет, делать или не делать, да или нет. Да, новость. Новость, да. У него очень много мыслей, и он думает, как дальше действовать. И вот этой вот новостью, вот он хотел бы вас к себе, кстати, привязать, чтобы вы не смогли убежать и оставить его одного. Да, тогда вы будете ему помогать. Это как шанс для него. Так, ну что он будет делать? Что он будет делать?
Что он будет делать? Вышло двое мужчин. То есть он будет... Что он будет делать? Он будет вести себя в зависимости от ситуации по-разному. Но в любом случае он будет отстаивать свою точку зрения, так как он считает нужным. А в действиях он будет делать, что сейчас посмотрим, но... Знаете, как будто вот он решает с вами, каких отношений дальше ждать, развивать или не развивать, что делать. У него такое, что он хотел бы серьезных отношений, и он думает, можно ли с вами выстроить эти серьезные отношения. Потому что он настроен на серьезные отношения, чтобы была стабильность, чтобы было спокойно, без вот этих веселых горок. Он хотел бы, вот он решает, вот с вами можно эти отношения построить или нет. И в любом случае, как бы он не устраивал отношения, он будет смотреть, чтобы себе в ущерб, как бы нет, точно нет. Он бы хотел бы вас бы подсадить на себя, чтобы вы никуда не смогли деться. Потому что он же такой классный. Да. Ну, вот так вот. Но действовать будет в зависимости от ситуации, но будет делать так, как ему выгодно все-таки. Он будет действовать так, чтобы его желания были в первую очередь, а потом уже ваши. Потому что, как бы, вот, его чувства для него... Но он хотел бы стабильных отношений и как-то семейных отношений, то есть более таких серьезных, не легких, а серьезных хотя бы. И вот он думает, делать, не делать, что делать. Какие отношения с ним могут быть? Ну, подождите и увидите, говорят. Что-то поменяется в ваших отношениях. Вы подождите. Возможно, здесь что-то случится, когда какой-то перерыв будет в ваших отношениях по работе, как будто человеку нужно будет. Да, тут что-то... Возможно, будет перерыв в ваших отношениях из-за вас. Не знаю почему. Ну, какую-то новость он вам хочет сказать, которая вас это привяжет к себе. Ну, вы можете, это шанс у вас есть. Можете продолжать отношения, можно построить стабильные отношения постепенно, медленно. Выстраивать здесь надо будет отношения. В чем здесь тайна? Да, можете выстраивать отношения. Но тут нужно будет долгосрочные, медленно выстраивать. И узнайте, нет ли у него кого-то, чтобы он был свободен. Чтобы только с вами отношения выстраивал. Да, от этих отношений вы можете получить семью. Но это еще не ясно. Еще пока это не определено. Но можете семейные отношения можете даже построить. Но тут вы решаете сами. Тут вы решаете сами. Можно построить отношения. Медленно, но верно. Стабильные. Подсказка вам на ваш вопрос. Извлекайте из опыта позитив. Что бы ни случилось, извлекайте позитив. Для чего-то это значит нужно.
Ну вот так вот тут. Можете построить. Ну, если вы будете с ним на одной волне, то все нормально, будете общаться. И тем более у него настрой серьезный есть. Правда, он еще не определился толком, но это в голове у него есть хорошие мысли. Вот, Оля-ка. Так что можете семейные отношения построить с ним, если хотите. Так, давайте теперь дальше посмотрю Зарину. Донатик смотрю. Ну, тут говорится, да, что он уходил, он ушел когда-то, да, и сейчас он пришел. Чтобы как-то, знаете, как будто самоутвердиться это или сманипулировать. Он хотел бы, кстати, построить отношения. Нет, не самоутвердиться. Как будто у него сейчас не показывает, блин, что у него сейчас-то. Может быть, застой в отношениях, может быть, нету романтики. Оля-ка, вас тоже благодарю. Ну, как бы вы можете с ним построить стабильный, Оля-ка, так что смотрите сами. Так, Зарина, тут, в общем, он... Как будто у него что-то там не идет на личном. Или его не устраивает. А он хочет романтики, внимания. И тем более сейчас он в ресурсе, он финансами у него вроде как все нормально. Ну, получше стало у него. Стабильнее стало с финансами, да. И он хотел бы с вами свидание и общение, и как-то возобновить отношения, как раньше было. Можете ли вы восстановить прошлое? Да, вы можете восстановить прошлое. Ну так, знаете, разово. Так, а серьезные отношения? Ну, отношения на расстоянии, переписка какая-то. Он рядом-то. Вы можете с ним общаться, будет море чувств. Тут как бы можно получить наслаждение с ним. Он почему именно к вам вернулся? У него там что-то он сделал не так, и ему прилетело за это. В финансах прилетело, и он очень расстроился. Какой-то тяжелый период, который он хочет, чтобы закончился, и все это обрубить. Он закончился? Нет, он сейчас еще продолжается что-то у него. Ну да, тут какой-то тяжелый период, который у него вот-вот закончится, или прям вот только что закончился, блин. Что-то ему прилетело по заслугам. Почему же он вас вспомнил? Хоть вы и расстались, знаете, хоть вы и расстались, он думает, что есть шанс восстановить отношения. И чтобы вот серьезные отношения были. Но он тут что-то будет хитрить. Что-то он вам не рассказывает. Что-то он вам не будет рассказывать. Как будто вы ему, знаете, как будто вы можете дать ему ресурс для финансов, для работы. Он бы хотел вас как-то заманить, подсадить на себя. У него, даже не знаю, есть ли кто-то у него или нету, кстати. Может, кто-то и есть.
Но с вами больше для получения наслаждения, потому что кто-то у него там есть или был. Есть или был. Непонятно. Кто-то у него был, что ли? Ну, как будто знает, что вы его не примете, да? Ну, что-то я не понимаю, что ему надо вообще. Там у него не получается, а вот у вас... Это какие-то грабли опять, в общем, с ним. Ясности тут не будет. Так, будет ли встреча? Встречу не показывает. Как-то от мужчины зависит. Это его. Блин, знаете, он как будто хочет с вами общаться. Вот у него потому что нифига ничего не получается, а вот в прошлом, когда он с вами общался, у него был хороший поток денежный открыт, у него все было хорошо. И вот он хочет, а ему сейчас прилетело по заслугам что-то не очень хорошее у него. Он хочет восстановить это все. Стабильность вот эта. Да, как будто помощь от вас. Но он хитростью как-то. Не показывает. Ждать ли от него серьезных отношений не показывает. Вот он у него все плохо, и вот он хочет восстановить, как бы, как раньше. Не знаю. Встречу тоже так-то не показывает. Все его показывает, его. Будет ли встреча только, это его показывает. Типа. Он хотел бы встретиться, поговорить, обсудить какие-то вопросы личные. Но будет ли встреча? Не показывает встречу, как будто вот, ну не показывает, что прям встреча была. А если будет? Как будто какая-то новость от него будет. Не то, что встреча, новость, известие. Романтическая переписка, возможно. Ему как будто помощь от вас нужна. Но что-то ему пролетело по заслугам. Вот он что-то заслужил, ему прилетело. Ему это не нравится. Вот. Ему для денег нужна энергетика, как будто вот это вот. Я не знаю, что ему для стабильности. И вот он тут, а вдруг получится. Это как шанс на восстановление того, что было. Не показывает, что будет встреча. Это только какие-то новости, известия, общение. Встречу почему-то не показывает. Не знаю. Может, еще не знаю. Не показывает встречу. Причина опять, по которой он вам написал, ну потому что он так решил, принял решение. Да, он хочет вот восстановить те чувства, которые были раньше, то отношения, то, что раньше было. Чтобы восстановить свои финансы. Здесь как-то так, чтобы свою стабильность восстановить. Но он это хочет сделать как-то по-хитрому. Ой. Понятно. Может ли с ним серьезные отношения будут? Блин, зависит от него.
Он вам может предложить, ну не то, что серьезные отношения, он вам может предложить отношения, как когда у вас будут свидания такие, вот легкие встречи. Но все-таки это как-то несерьезно. Он хотел бы с вами встречаться, общаться, но как будто это просто, чтобы было классно, ну не знаю, просто для получения удовольствия, ничего серьезного. Как будто тут невозможно серьезные отношения, чтобы... Просто ему было классно с вами, вот он вас и вспомнил. Приятная энергия, приятные чувства, воспоминания остались, и он хочет вернуть. Потому что у него там что-то не идет, что-то он сделал такое, что что-то у него там не очень. Здесь как-то встречу не показывает, показывает, что новости какие-то от него можете узнать, известия. Не показывает встречу. Не показывает. Не-а. Пока что нет. А чтобы вы встретились, вы можете только как-то поспособствовать, чтобы вы встретились. Нужно время, и только если вы. Он нифига ничего нет. Не знаю почему. То есть, если вы захотите, то встреча возможна. О. Вам как-то нужно дать ему шанс, если хотите встречу. Как-то соблазнить его поздно вечером. Фигня какая-то. Короче, если только вы захотите. Он почему-то не действует. Привязать его поэтому, по дьяволу. Соблазнить как-то его. Заманить интересным разговором. Подсказка. Внутренний голос подскажет, как добиться желаемого. Вот на ваш вопрос такая подсказка. Непонятно, короче, что-то не ладится у него, вот он решил, что вот... Блин, не показывает, что между вами возможно, все показывает мужчину, сам мужчина выходит, типа вот он сам решит то, что то и будет. Но это как шанс восстановиться, почувствовать себя сильным и могущественным, самоутвердиться. То есть вы давали ему чувство такое, что он может все, что он такой классный. А теперь вот он хочет это вернуть чувство, видимо, ему не хватает. Не очень у него там что-то. Ага. Потеряла вкладку. Так, давайте теперь чат посмотрим. Так. Айлен, подсказки на всех для Айлен. Так, сейчас. Я тут, да, хорошо. Сейчас я вам быстренько все подсказочки. Для Айлен подсказка. Следите за знаками, которые подает вам Вселенная. Сейчас, кстати, что-то много знаков, наверное, опять начались знаки. Подсказочки. Да, можно вам подсказку, Усала Шейхова? Я только по порядку иду. Комментарии читаю. Сейчас у нас Айлен. Помощь придет с неожиданной стороны. Не отказывайтесь. Вот. Я слежу хорошо. Следите. Это хорошо. Чтобы ничего не пропустить, да? Для Айлен подсказка. Выходите из зоны комфорта. Откройте дорогу новым победам. Вот. Да, я вроде писала, вы писали, но до вас очередь еще пока не дошла. Вы попозже будете у меня.
для Айлин. Расслабься, не надо стучать в закрытую дверь. Расслабься, пусть хорошее придет в твою жизнь само. Супер просто. Пусть само приходит. Конечно, дверь, пожалуйста, открыта, заходи. Все хорошее, пожалуйста, проходим. Рассаживаемся, устраиваемся поудобнее. Да, побольше хорошего. Для Айлин послание из будущего. Эти трудности временные. Скоро все наладится. Наберись терпения. Такая вот из будущего подсказка. Послание такое. Вот. Неужели я могу расслабиться? Да, расслабляйтесь. Это, конечно, интересно, да, но иногда надо, конечно, надо. Ментально очень тяжело в последнее время, да. Ну, надо уметь расслабляться, конечно, кайфаните. Время себе уделите, сделайте то, что вам нравится, именно то, что вы любите. Не просто там полежать, поспать, а еще там что-нибудь такое сделать приятненькое. Вот, так что спасибо, Айлин. Теперь для Ирины подсказки на всех. Стараюсь переключаться, классно, молодец, так и надо. Это классно. Это надо делать, да. Благодарю, Аленушка. Вас тоже благодарю. Приходите на эфирчики. И спокойной ночи, кто спать ложится. А то я понимаю, что поздно. Так, для Ирины подсказка. Измените свой взгляд на жизнь. Измените свой взгляд на жизнь. Что-то надо по-другому. Что-то надо, не знаю, посмотреть на это по-другому. Для Ирины. Возьмите себя в руки, почувствуйте себя уверенно и смело шагайте вперед. Видите, такой подсказки еще не было, кстати. Первый раз такая подсказка. Еще не было на эфирчиках. А я помню, какие были. Для Ирины. Избавьтесь от неуверенности и пессимизма. Такая вам подсказочка. Для Ирины. Могут случиться неприятности. Положись на помощь друзей и близких. Вас предупреждают, не расстраивайтесь, если что-то не так пойдет. Просто попросите помощи у друзей и близких. А лучше перестрахуйтесь, спрося у них перед тем, как что-то там сделать или куда-то пойти. Для Ирины послание из будущего. Нужно немного подождать, ни о чем не беспокойся, всему свое время. Это вот из будущего. Так что, Ирина, удачи. Все будет хорошо. Вот. Так, спасибо. Так. Усала Шейхова, можно мне подсказку? Подсказка. Общайтесь только с позитивными людьми. Васала Шейхова, это вам. Общайтесь только с позитивными людьми. С позитивными людьми общайтесь только. Вот. У нас есть, кстати, предсказания на 2024 год. Номера свободные с 50 по 65, 70 по 73, 78 по 87, с 89 по 98. Если что, пишите, кому нужно. Тоже посмотрим. Так, сейчас. Дальше у нас. Подсказки. No name. Подсказки. Да, 78 потом посмотрим, Ирина. Хорошо, сейчас. 78. Так, Ирина, раз уж я вам уже отвечала, я вам сейчас сразу предсказание дам. 78. Так, для Ирины. На 2024 год. Предсказание. Та-да-там! Любое дело обречено на успех. Видите, в вашем деле, в любом, будет успех. Так что давайте планируйте, делайте, действуйте, не переживайте ни за что. Сейчас я зачеркну. Здесь у себя номерок. Так, все, 78.
ушло к хозяину, к хозяйке. Салашейхова, спасибо, пожалуйста. Так, давайте. Можно на 2024 год. Смотрите, номера свободные с 50 по 65, с 70 по 73, с 79 по 87, с 89 по 98. Номер напишите, посмотрим. Так, а сейчас смотрим No Name. No Name, подсказки. Доброй ночи, доброй ночи. Так, подсказка, No Name. Вкладывайте деньги в мечту. Вкладывайте деньги в мечту. Такая первая подсказка. Кому нужны подсказки, просто пишем подсказка или подсказки. Так, No Name, подсказка, еще дальше. Прогоните прочь грустные и мрачные мысли. Начните мыслить в позитивном направлении. Вот такая вам подсказочка. Благодарю, Лена, вам благополучия, успехов. Ирина, вам тоже всего самого-самого лучшего. Тепла, добра и исполнения всех желаний. Повторить номера можно, сейчас скажу. Свободные номера с 50 по 65, с 70 по 73, с 79 по 87 и с 89 по 98. Вроде так. Так. No Name, подсказка. Относитесь ко всему проще, еще чуточку проще. Такая подсказка. Так. No Name. Умерь свое эго. Хватит зацикливаться на себе. Ты не центр вселенной. Ну, в общем, переведите свой центр на что-то другое. Переключитесь. Не переживайте, не заморачивайтесь на... То есть переключитесь на что-то другое. Вы слишком в себе, в эмоциях. Возможно, так. No Name. Послание из будущего. Послание. Пора встретиться с друзьями. Вы давно не виделись. Удели им время. Видите, с друзьями не виделись. Может быть, это вас наполнит и отвлечет. Вот, спасибо вам тоже. Так. Доброй ночи, Вера. Вера, 57-й, да, у вас? А 57-й-то он свободен, да, был? Сейчас. Да, он свободен. Для Веры 57-й. Смотрим предсказание на 2024 год. Ваш успех многих удивит. Такое предсказание, Вера, вам. Ваш успех многих удивит. Успех – это круто. Так, ручка, пиши. Так, 57-й ушел хозяйки. Дальше смотрим. 80-й. Так, 80-й здесь. 80-й у нас у Салашейхова, 80-й. Предсказание на 2024 год. В этом году вас ждет море счастья. Замечательно. В этом году вас ждет море счастья. Смотрите. Очень хорошее предсказание. Я надеюсь, тут все хорошие, правильно же? Сама делала. Так, 80-е ушло к хозяйке. У нас тут донатик. Сейчас посмотрим. Благодарю вас, тоже благодарю. Приходите на эфирчики, ставьте лайки под этим видео. Все, да, я все эти номера посмотрела. Давайте донатик посмотрим. Здравствуйте, да. Так, что мы смотрим? Смотрим.
Вообще смотрим просто личная жизнь. В личной жизни у вас какой-то мужчина. Виктория М. Здравствуйте, да, здравствуйте. У вас какой-то мужчина. Что у вас в личной жизни? Он сам перевернулся в 2024 году. У вас какой-то мужчина будет. Или он есть. В общем, он такой холодный. Холодный, умный. Так. Я не знаю, тут как бы это вы или не вы. В общем, не знаю, свободен он или не свободен только. Вот это я не знаю, но какой-то мужчина в вашей жизни. От этого мужчины, кстати, может быть какое-то предложение по работе. Но это предложение, возможно, будет заманчивым. Не знаю, почему по работе, но это тут будет... Не знаю, как будто ваша стабильность пошатнется от этого предложения. Как будто вы выиграете, он что-то вам такое предложит, как будто вы вроде бы получите прибыль, вы выиграете, а потом что-то... В общем, если будут какие-то предложения, смотрите, все рассматривайте от мужчины. Вы коллеги, да, может быть по работе, он может быть, кстати, не свободен, я не знаю, но это по работе, да. Какое-то предложение от него может быть заманчивое, да, но вам нужно прям рассмотреть это полностью, потому что это вас как-то может поставить в затруднительное положение, то есть в неудобное какое-то, чтобы по глупости какой-нибудь там что-то не сделать, в общем, все разузнайте сначала, все выясните. Потому что вы вроде как-то можете получить то, что хотите, но как будто это вас будет в чем-то в другом ограничивать. Или это разово что-то будет. Эмоционально вы будете недовольны. Да, как будто сначала будет что-то хорошее, а потом мужчина не свободен пока, да. В общем, все, что он будет предлагать, все разузнаете досконально, потому что какое-то предложение может быть, как будто сначала все нормально, а потом что-то может быть не то. Вы можете узнать что-то неприятное. Поэтому больше разговаривайте, я бы так сказала. Больше общайтесь, больше разговаривайте, больше выясняйте по любому вопросу, чтобы вам было все четко и понятно. Если вы что-то сомневаетесь или что-то не знаете, то прям спрашивайте у него и узнавайте. Пусть он вам говорит, как есть. Потому что как будто он вам даст то, что вы хотите, но как будто он вас в то же время будет и ограничивать в чем-то, понимаете? Тут надо, в общем, с ним все выяснять четко и открыто, чтобы все было, чтобы вы точно знали, что тут вы знаете абсолютно все, что не будет такого, когда в последний момент что-то там узнаете. Все спрашивайте у него. Вот если вы у него спросите, он вам все скажет, как есть. Поэтому задавайте вопросы, которые вас интересуют, которые вот этот по работе. Потому что вы, вот все, что вы у него спросите, он честно вам ответит. Поэтому спрашивайте. Готов ли он на серьезные отношения или нет, то есть что там, как там, в какое, ну то есть если он вам что-то предложит, то что именно он вам предлагает прям конкретно, как вы будете себя чувствовать, в роли кого вы будете вот в этом общении. Чтобы, да, чтобы вы были готовы ко всему. Потому что он вам должен сказать по-честному.
Так, а вообще развитие... Вот, кстати, развитие отношений между вот этим мужчиной, да, и вами в течение 2 месяцев, который вопрос, да. Тут как-то отношения будут развиваться честно. Вы можете друг другу сказать все, что вы хотите, по-честному. И тут как бы помощь идет друг другу, видите? В течение 2 месяцев между вот этим вот мужчиной, которого вы загадали, как будет развиваться. По-честному, вы будете говорить друг другу все. Вы видите друг у друга и достоинства, и недостатки. И притом вы знаете эти недостатки, и вы их принимаете. То есть, вот человек вот такой, да, есть в нем это, я знаю об этом, да, это недостаток, да, с этим можно жить, да, вот. И как тут помощь друг от друга у вас идет. Вы будете друг другу помогать и как-то будете как-то одинаково вкладываться в отношения, в общение. Что один дает, то и другой дает. Как-то здесь так. И здесь отношения открытые и честные. Вы сможете говорить о чем угодно. Как они будут... Они медленно будут развиваться. Так. Как будто как-то тут нужно будет подождать. А что ждать? Вы можете получить какое-то известие или принять решение закончить с этим человеком отношения. Вот здесь как-то так, как будто это вы это сделаете, примите. Не знаю. Все очень медленно, да, медленно, нет развития. И знаете, будет вот вроде как бы будете общаться, вы знаете, какие, вы знаете недостатки, и то, что медленно вам не нравится, но он такой есть, он не поменяется. И здесь, если вы попросите помощь, то помощь будет. Но здесь, знаете, как-то слишком мало его, он слишком мало будет вкладываться. А потом так вообще может пропасть надолго. И потом в итоге вы примете решение, его нафиг, короче, и все. Вы можете даже принять решение, что не хочу, не буду, что это за непонятно что, да, за отношения, вам будет его мало в отношениях. Такой момент может быть. И вы потом скажете, все, дорогой, я пошла, мне это не устраивает, и пойдете с девчонками куда-нибудь повеселитесь в кафешку, чтобы забыть это все, вечерком пойдете так. Чтобы забыть прошлое, да, чтобы прошлое оставить в прошлом. Вот почему-то вот с тем, с которым в течение 2 месяцев вы загадали, как-то решите его оставить в прошлом. Вот это прямо сейчас, Вы можете, кстати, с ним восстановить отношения. Вот то, что вот вы решили оставить в прошлом в течение 2 месяцев, вы можете восстановить с этим мужчиной отношения. Отношения, я не знаю, жили ли вы вместе или нет, но вы можете жить вместе с ним. На какое-то время этот мужчина вам, которого вы загадали, вот этот вот Алексей, который, да. Вы с ним можете, знаете, отношения построить, вам понравится. На какое-то время вы можете жить вместе. Но это определенное время. Вам будет классно, вам будет нравиться. Но это как будто на время. Как будто на время, потому что потом вы решите, что что-то тут не так. Хочется... Чего? Хочется поскорее замуж, наверное, стабильности, и счастья и радости, да, чтобы вот это вот все наконец-то, как он будет. Знаете, вы вот начнете жить вместе и захотите с этим, как может быть развиваться, да, захотите с ним оформить эти отношения, то есть вам будет так классно вместе, что не захочется расставаться. Но этого будете хотеть вы, а на самом деле... Ситуация не будет, он же медленный, очень медленный. И это как бы вот эти ваши мечты будут. Быть вместе, наслаждаться. Потому что там-то отношений не было, но хочется попробовать, и вам понравится. Вам понравится, хоть он медленный такой, вам понравится.
Но тут как-то отношения слишком медленно. Медленно выстраиваются. Но тут все по-честному можно прям строить отношения, как есть. Открытый тут, он открытый. К разговору, вот к этому, к общению, с ним можно все обсудить. Тут как-то все открыто будет. Вы будете решать, вы сможете друг другу все рассказывать. Вот как, что хотите, то и рассказывать. Хорошие отношения могут быть. Ну, вам понравится. Интересные такие. И страсть там, и все, и стабильность, и вот эти вот разговоры по вечерам, и будет о чем поговорить, и будет уютно и комфортно вам вместе. Вот. Первый шаг, ну он такой есть. Но вы можете о нем все говорить, обо всем, вот что и хорошо, он все скажет. Возможно, у него до этого были тяжелые отношения, после которых он уже немножко осторожничает. Были отношения, когда он расстался, да, и он теперь осторожничает и быстро вот. Вы можете, чтобы на него не давить, просто общаться, что вот нам сейчас хорошо, давайте нам, вот пусть будет сейчас классно. Просто, то есть, я имею в виду то, что вот не говорить о будущем, а просто делать вместе то, что нравится вам двоим. Не заглядывать далеко на будущее. Вот нравится, классно, выходные там давай вместе проведем, давайте там куда-то вместе поедем. Что-то такое вот, ну что-то такое вот. Куда-то съездить, вместе побыть, что-то отметить, съездить к друзьям, какие-то общие дела, которые нужно сделать, интересное что-то. Как-то вот здесь так. Потихоньку, там вот как бы вот. Он к вам, он как-то вот, просто ему нужно к вам привыкнуть, да, чтобы он знал, как с вами общаться, то, что вы на него не давите, потому что решение он должен принимать. Когда вы будете, да, просто общение, вот вам надо как-то вместе что-то планировать. Что-то вам нужно там, не знаю, куда-то подвезти, а он там рядом, да, что-то там помочь. Просто вместе в кафешке посидеть. В общем, надо какие-то совместные такие, что-то совместное вам. Нужно больше времени проводить вместе. Не говорить так, что вот, я буду встречаться только с тем, за кого выйду замуж, там только серьезные отношения. Просто вам классно вместе и просто общайтесь. Вот и все. Без этого, без давления. И тогда он сам просто будет, вы будете в одних энергиях, и он сам примет это решение. Да, он сам должен принять решение. Он на вас подсядет, короче. Ну, в хорошем смысле, будет зависим от вас. Вот. Вот. С ним какие отношения могут быть? Очень страстные. Ну да, он тут как-то не действует. Это вас расстраивает. Вы читаете, говорят карты. Будет ли встреча с ним и общими друзьями, будет ли в течение месяца. Карты говорят, мечтайте, они уже начинают это шутить. Сейчас посмотрим. Но опять не говорят по справедливости. Но если это запланированная встреча, если эта встреча запланирована, то она будет.
Если встреча запланирована, то будет. Если не запланирована, то, возможно, ее может и не быть. Если она должна быть, то она, скорее всего, будет. Ну, как бы вот тут так. Можете получить какую-то новость, которая вас расстроит, кстати. Чего это касается? Уже несколько раз переносилась. Вот и я и смотрю, что может быть еще раз перенестись. Как будто вы не сможете пойти. Здесь как-то вообще-то она впереди-то планируется. Какая-то новость. Будет, но не знаю, в течение месяца или больше. Нужно будет подождать, но будет. Это чуть попозже, блин. В этом месяце может отмениться, но здесь как-то вроде как запланировано, должна же быть. Вообще тут показывают, что должна быть встреча. Должна быть. Но вы как будто можете туда не смочь пойти, как будто так. Будет шанс, что вы не сможете. Вы пойдете. Как будто у вас какие-то могут появиться дела, не знаю. Ой. Сейчас подсказку. Так, для Виктории подсказка. Дайте себе отдохнуть. На ваш вопрос такая подсказка. Так, возьму другую колоду. Здесь как будто, ну вот это все, возможно, будет, возможно, не будет. Оно так и висит в воздухе, что возможно будет, возможно, не будет. Не показывает. Очень хотелось бы. Но двойка, она как будто ситуация еще не колесо фортуны. Вот эти вот страхи, да, то, что оно может не быть, ну, как вот судьба повернется. Оно вроде будет, но когда будет? Тут мужчина зависит, что-то еще. В общем, не показывают точно, что будет. Показывают, что возможно да, возможно нет. Но по плану она должна произойти. Блин, ну может быть другие сроки. Давайте спросите на следующей неделе. Что-то должно произойти, блин, чтобы все получилось. Вот это вот пусть произойдет. Да, пока дверь закрыта. Как будто пока дверь закрыта. Что-то должно произойти. Пока, не знаю, вот вроде как должно оно случиться, но... Случится, как будто вам нужно подождать. Не показывает точно. 50/50, какая-то такая ерунда. Но должно быть, но может быть чуть попозже. Как будто здесь, не знаю, не только от вас зависит. Не только от вас эта встреча зависит, блин, поэтому... На следующей неделе подсказку спросите и посмотрим, что подсказка скажет. Нина, добрый вечер, донатик, да, там хорошо.
Я терпеливая, это хорошо, что вы можете ждать. Некоторые не могут ждать. Давайте на следующей неделе спросите, ладно, подсказку. Посмотрим подсказку на этот вопрос. Что там скажут? Или еще, знаете, сейчас посмотрю. О, смотрите, подсказка для Виктории. Оставь это в прошлом. Пришло время отпустить эту ситуацию, двигайся дальше. Да. Тебе нужно побороть свой страх. Только действие побеждает страх. Боишься действовать. То есть вам тут нужно еще и действовать. А потом вы тут, видите, слишком торопитесь, остановитесь, еще раз перепроверьте. То есть тут как-то нужно заниматься пока другими вещами. Что-то оставить в прошлом, побороть свой страх и немножко подождать. Ну, блин, тут тоже не показывает. В общем, вам нужно расслабиться пока что и не заморачиваться на этот вопрос. Что-то оно точно не говорит. Что-то должно там еще случиться, прежде чем поменяется. Так, давайте Нина посмотрю. Втором проявляться к Нине. Блин, опять говорит, мечтайте. Знаете, вы можете, если вы хотите, чтобы Нина, вам смотрю, да, будет ли он когда-то проявляться к вам, да, это только от вас зависит. Это вот видите, все ваши мечты только от вас зависят. Вот как вы захотите, так может и быть. То есть вы можете строить сами вот эти вот отношения с ним. То есть, если вы загорелись прямо сейчас, то сразу нужно действовать, чтобы это желание не погасло, чтобы вот вы сразу захотели, все, там, хочу с ним куда-то, где-то, что-то, все, начинайте действовать. Начинайте проявлять свои чувства, говорить то, что вы хотите. Ну вот будет ли он на это реагировать? Здесь как-то сложно будет с ним. Как насчет судьбы? Ну вот да, вот сейчас посмотрим. Потому что даже если вы будете проявляться, здесь как-то сложно. Чтобы быть вместе, тут не показывает. Вам будет недостаточно вот этого вот, то, что общения вашего. Нет, с ним вы можете получить, знаете, он что вам может дать? С ним вы можете получить какие-то наслаждения, с семьей точно нет, семейные, приснился недавно. Возможно, он о вас думает, но с ним семью не построить. Насчет семейных отношений тут нет. Но получить какое-то удовольствие, да, удовольствие вы можете с ним получить. Притом, возможно, даже просто от переписки, от общения, но вы будете одна. В итоге ничего тут как бы развития нет. Вы остаетесь одна. Вы можете получить только удовольствие от общения. И притом даже можете... Нет, встреча может быть. Нет. Это все-таки от него зависит, блин. Этот мужчина, он не будет проявляться, только если вы захотите там как-то проявиться. А в любом случае, будущее, которое вас ждет, с ним только неопределенность и разбитое сердце. То есть никакой определенности. Ну, переписка через интернет возможно.
Вот эти вот ваши мечты, да, вот чтобы вот как раньше что-то восстановить, да, серьезные отношения с ним, жить вместе, вот стать женой, например, да, этого не будет, потому что вот это все разрушается. Нет, и тут вы сами отдельно друг от друга, здесь нет ничего общего. Вы с ним, даже если захотите построить что-то, вы потом пойдете в новое. Нет. М-м. Тут все карты, что с ним ничего не получится. Вы можете попробовать, вы можете, но это на время. Что вам даст, если вы будете пробовать десятку мечей? То есть, знаете, как будто вы с ним можете завершить то, что не завершили. Возможно, не до конца вы расстались, не до конца что-то выяснили. И вот у вас будет шанс закончить это. Какая-то неясность, возможно, была. Вот будет шанс выяснить. Только для этого. Выяснить, высказать все друг другу. Что-то там, если что-то не сказали. Насчет встречи что-то сложное насчет встречи. Насчет встречи какие-то сложности. Вот чтобы он приехал, это что-то, какие-то препятствия. Будет ли он, когда что-то делать будет или нет, тут еще нет ответа. Потому что он может делать, это держать вас в подвешенном состоянии. Не давать вам стабильности, не давать вам определенности. Он только это может делать. Он может дать вам надежду, потом ее тут же разрушить. Ну, какая-то такая ерунда. Вообще, будет ли он проявляться? У него какие-то свои принципы. Нет, он как-то тут не знаю. Но вы можете подождать, и вы увидите, как будет развиваться ситуация. Он вам может предложить, кстати, отношения, но в отношениях будет что-то такое, чем придется жертвовать. Вашими мечтами, возможно. Он может как остаться и другом, так и восстановить отношения с ним можно. Но это будут отношения, которые вам не будут нравиться. Вы можете восстановить отношения, вы будете думать, что это шанс, но это будет потеря стабильности, как-то вот потеря устойчивости. Даже другом он хорошим быть не может. Он вас может в чем-то обмануть, где-то что-то неприятное вам может сделать. Другом хорошим он быть не сможет. Поэтому будьте аккуратнее. Ушел так ушел. Да, видите, у него тут такие мысли. Но все равно тут он что-то может получить от вас и все равно уйдет. Тут нет стабильности, нету. То есть проверяйте то, что он говорит, несколько раз. Вот. В вашем окружении был человек, с которым можно было построить хорошие отношения, но он ушел, и встреча невозможна. Да, это как будто это... Потому что вы на расстоянии, человек уехал, и теперь это все. Какой-то был человек. Будет ли новый человек?
Ну, как будто этот человек был в вашей жизни, и все, его сейчас нету. Нет, пока что нет. Подождать надо. В течение года вообще не будет человека, нужно подождать. В течение года могут быть отношения только, которые разобьют вам сердце. В течение 2 лет могут быть отношения, но они нестабильны, вы опять расстанетесь. Они будут для того, чтобы вы поняли, чего вы хотите, чтобы научиться отстаивать свои интересы и придерживаться той политики, что как бы, ну, нужны серьезные отношения. Вы поймете, как свои границы отстаивать. Блин, как будто надо еще вам, ну, будут люди, которые будут к вам проявляться, будет мужчина, но не на всю жизнь, а для каких-то уроков, чтобы вы стали сильнее, чтобы вы знали, чего вы хотите, такое вот для уроков определенных. Как бы тут нет человека, который вот прям вот для любви. Нету. Нету пока что романтики, ничего такого. Вообще не показывает так. Подсказка вам на ваш вопрос. Общайтесь только с позитивными людьми. Общайтесь только с позитивными людьми. Что-то нету такого стабильного постоянно, как будто у вас уроки. Люди приходят для того, чтобы вас чему-то научить. Вот вы его сами знаете, даже если вы будете общаться вот с этим своим другом, который теперь вот, с которым вы подружились, то все равно, как будто вы его отправите потом, то есть вы его сами дадите шансы, сами потом его обрубите. Ну, вы сами потом поймете. Вот. Вот так. Сейчас дальше донатик посмотрю. Олеся. Пожалуйста, Нина. Так, работать юристом неделю назад. Ваши перспективы на новой работе. У Олеси перспективы на новой работе. О, перспективы на новой работе. Олеся, у вас хорошие перспективы на новой работе, потому что это стабильность. На этой работе вы можете обрести... Это вот когда вот вы сидите на стуле, у вас 4 ножки, а не 3, когда вы ищете равновесие. Вот, то есть устойчивая стабильность на этой работе. Возможно, здесь какие-то есть определенные правила, которые нежелательно нарушать, то есть там режим, график, вот это без опозданий, да, какие-то четкие правила, возможно, там есть, но у вас перспективы очень хорошие на этой работе. Вы можете здесь обрести стабильность, вы можете здесь обрести уважение, вас будут оценивать по заслугам, повышение, то есть здесь император прям, здесь вообще классно, перспективы очень хорошие.
Знаете, как вас оценивает руководство? Что вы боец-одиночка. Вот. Что у вас есть определенный опыт, и вы здесь как будто немножко огораживаетесь, что ли, еще немножко не в общении, а вот сами по себе. Опытный, мудрый человек. Что вы при том, вот у вас много опыта, да, и это дает вам как бы возможность решать многие вопросы. Видят, что вам нужны деньги, и вы будете бороться. Вот этот ваш опыт весь, вы им воспользуетесь. То есть вы грамотный человек, хороший специалист. Они как специалисты вас оценивают хорошо. Вы какой-то одиночный борец, но очень мудрый. И то, что чувства, вы чувствительные, много чувствуете и справедливые. Здесь как-то так. Вот. В принципе, хорошо, что боец один. Да. И то, что вот у вас вот эта вот мудрость есть, которая помогает вам вот это вот все делать, добиваться. Но для работы, то, что вы сами по себе одна, они оценивают это как хорошо. Потому что если бы у вас был, то есть вы полностью сосредоточены на работе, если бы у вас были какие-то зависимости, если бы вы там заигрывали с мужчинами, это было бы плохо. Им нравится, что вы вот одиночка, то, что вы так себя ведете, что вот вы знаете, чего вы хотите, вы пресекаете там, ну, вернее, если, может быть, вы не пресекаете, но то, что по вам видно, что если кто-то что-то с какими-то намерениями, вы не будете флиртовать на работе, вы серьезно настроены, вот такой вот человек вы. Им это, наоборот, в плюс. Им очень нравится, что вы готовы обучаться. То, есть вы открыты к этому. Если вы чего-то не знаете, вы узнаете. Успокоилась, все нормально. Да. Смотрите, чтобы у вас все было хорошо на работе, вы просто медленно двигайтесь к своей цели, делайте то, что делали. Главное, проверяйте договора, внимательно читайте вот то, что написано. А если вам нужно больше времени, уделяйте больше времени на что-то, копайтесь прям до сути, до причины. То есть почему, причина, почему это возникло. Не так, что вот там, как говорят же, болит голова, ну там, мол, ложись, отдохни. То есть нужно причину, почему она начала болеть. Здесь тоже причину, почему это, как, ну из-за чего это получилось. Может быть, человек там все проворонил, потому что он ничего не делал, бездействовал, а надо было что-то сделать. То есть вот так вот до мелочей даже вот. Узнавайте все до мелочей. Больше информации, если у вас недостаточно. То есть, ну, тут как все нормально-то у вас по работе. Если вы будете расстраиваться, то отвлекайтесь. Отвлекайтесь и все, потому что у вас уже очень много, вы очень много знаете. Просто пользуйтесь своей информацией, независимо от того, что происходит. Вот этими знаниями своими пользуйтесь. Если что-то надо, то вы научитесь. Это нормально. Могут быть на работе какие-то изменения, кстати. Кто-то может прийти, кто-то может уйти. Не нужно бояться, что что-то там. Ну, в общем, не бойтесь, ничего, все нормально будет. Это касается не вас, а каких-то мужчин.
Здесь вы можете заработать на этой работе. Вот на что-то вы хотели, вот вы хотели больше денег, например, да, вы тут сможете заработать, сможете купить то, что вы хотели. Какую-то стабильность у вас будет. Стабильность и по императору, и по четверку жезлов тут стабильность у вас идет. Эта работа может дать вам. Да, вы можете многому научиться, вы наблюдаете, ну, наблюдайте потихоньку и как бы действуйте в зависимости от этого. Находите подход просто и все. И если чего-то не знаете, узнайте. Это все информация, если научитесь там как бы. Так, вам подсказка на ваш вопрос. Устройте себе отдых. Устройте себе отдых. Так что умейте отдыхать. Не только работайте и пошите там, да, особенно когда новая работа, надо много всего нового узнавать, голова кругом. То есть умейте отдыхать. Вот, спасибо вам за ваш вопросик, удачи вам на вашей новой работе, пусть все получится, пусть вас там любят, пусть вам понравится. Вот, да, отдыхайте. Сейчас я дальше теперь чат посмотрю. Для Веры подсказка на ситуацию, что я задумала. Ой, я сейчас только тут переключусь быстренько. Ага. Вам желаю процветания каналу. Спасибо. Приходите. Приходите, ставьте лайки. Вот. Мне главное, чтобы у вас все наладилось, все было хорошо. Вот. Пусть у вас тоже будет все хорошо. Так, для Веры. Подсказка на ситуацию, что Вера задумала. Сейчас посмотрим. Поверьте в свои силы. Вера, подсказка на ситуацию, что вы задумали. Поверьте в свои силы. Музыка крутая, играет на фоне. Спасибо. Спасибо. У меня иногда я включать хочу, а там этот канал не работает. В общем, тормозит, ну, то есть там никак не включить. В тот раз, например, не было музыки, потому что не получилось, а сегодня работает. Я думаю, не дышим, не дышим, не двигаемся, пусть работает. То есть, как бы, ну, бывает по-разному. Вот, спасибо. Так. Там еще есть вопрос. Да, еще есть вопрос. Сейчас посмотрим. Аля, Алена, у нас вопросы за донатики, если что. Нина, да, вижу вопрос. Так, мне надо тут закрепить. У меня что-то не закрепляется. Сейчас я попробую. Если будет у кого-то вопрос, вот ссылку отправила. Нина, смотрю вопрос. Выскочил мужчина. Мужчина страстный. Страстный, активный, энергичный. Ну, вот кто из них, я не думала ни о ком, я читала. И это, в общем, мужчина. Ну, естественно, мужчина. Ой, он что-то и тот, и тот. И тот, и тот как-то. И с тем, и с другим. С Айдыном закончилось как будто, а с Айданом... Так, это... Так, будет ли он для серьезных отношений или нет? А он для серьезных отношений или нет? Нет, вот Айдын как раз таки, он
С ним все закончилось, он не для серьезных отношений. У вас, знаете, у вас на этих мужчин, смотрите, вот, у Айдын закончились отношения, и как бы все, здесь нет для серьезных отношений. А вот Вахтанг, который... Вот второй. С ним могли быть серьезные, ну, с ним могли быть эти отношения такие вот, когда вы могли бы быть в партнерстве. Блин, нет, смотрите-ка, вы и там бы, вот даже с тем, с которым вот вы с первым отношения ничего там не получилось, и со вторым вы тоже почему-то. Ну оно так и должно было быть, что ни с первым, ни со вторым. Со вторым могло получиться, но все равно бы вы что-то узнали такое, что вы сами бы с ним расстались. Хотя ожидания тут есть. Со вторым могло быть такое, знаете, с первым точно нет, вот со вторым здесь какая-то фигня, когда вот могло быть, не могло быть такое вот, но здесь в итоге вы бы сами его, вы бы в итоге все равно бы с ним расстались, вы бы сами, он вам не подошел бы. Здесь как-то больше со вторым. Здесь как будто второй больше. С первым точно не получалось бы никаких отношений. А со вторым можно было бы попробовать. Вот. Вот со вторым, кстати, можно восстановить отношения, но нужно подождать, когда вы будете в ресурсе, вы можете восстановить отношения. Здесь все равно уход, даже если вы будете стараться. Это на время, знаете, отношения, которые могут быть на время. Вот хорошо, хорошо, пока вы чего-то не узнаете. Вот вы это узнали, и все. И хорошо закончилось. Но вообще он не изменится. Он также будет делать те же самые ошибки. Не изменится. Тут вообще какие-то карты. Может, еще кого-то посмотреть? Что-то тут... Блин, ну нет, все-таки на этих картах тоже. Вот со вторым тоже нет. Ну вот можно попробовать на время, но потом опять все, вы опять в одиночестве остаетесь.
Вы как будто раньше общались с каким-то человеком, с которым вам было хорошо и легко общаться. Как будто энергетически вы были похожи. Два сильных человека, и вы, и он. Но потом это все закончилось. Да. Нет, это невозможно разговор. Не показывает. Тут не показывает тут. Не показывает. Ой, я уже третью колоду взяла. Не показывает. Это не он. Нет, не показывает. Не этот вот. Просто надо посмотреть, что нужно сделать, чтобы в вашу жизнь пришел ваш человек. А нужно быть сильной просто. Нужно быть сильной, заниматься тем делом, которое вы любите. Заниматься своим внешним видом, своим делом заниматься. Здесь как-то человек приедет к вам. Кстати, он может быть не близко, приедет. Возможно, издалека. То есть вам нужно стать сильнее, заниматься своим любимым делом, чтобы у вас такая энергетика была, что вы занимаетесь своим делом, вы знаете, чего вы хотите, у вас там... Вы не сидите дома так, что вот я сижу и жду. Нет, у вас там какая-то работа, занимаетесь собой, внешним видом, ходите там куда-то на тренировки, там, да, то есть у вас жизнь кипит. И тогда появляется он, и притом он откуда-то может приехать. Да, и приедет с любовью, с чувствами. Вот тут уже хорошие карты пошли наконец-то. Что это? Вот это там были какие-то карты вообще не вообще. Заниматься собой любимым делом. Вот. Вот занимайтесь собой и любимым делом. Этот человек вам прям по судьбе, вы его не пропустите, кстати. Просто вы должны быть в ресурсе. Не ждать кого-то, а в ресурсе, заниматься своим, у вас должна быть своя цель. То есть вы не думаете там, вот где встретить, когда вы занимаетесь своим, у вас в мыслях развить там свое дело, там больше надо там заказов, то есть у меня там дела, я сегодня с этим встречаюсь, завтра это доделываю, послезавтра это сдаю. И вот когда вы будете вся такая в своих делах, вот он появляется. Все, и у вас тут, и тут показывают, не показывает, знаете или нет, показывает, что он будет издалека, да, и с ним тут как бы вот вы станете такой домашней, замужней, заниматься, да. Блин, не показывает, он пока один, да, не показывает. Опять это вот, везде вот это вот выходит, знаете, закрывает. Я когда спрашиваю, закрывает, мне дальше не показывает. То есть чего-то вам не нужно знать. Потому что если вы сейчас узнаете, у меня такое было уже, если вы сейчас узнаете, то все изменится. Давайте вот так лучше, оставьте хорошие карты. То есть, как бы, видите, вы выходите в свой ресурс, своим делом занимаетесь. И тут он приезжает. Да, скорее всего, вы его не знаете, потому что были бы карты такие, что вы... Но, скорее всего, вы его не знаете, и он приедет прям с чувствами. Вы ему понравитесь, ваша энергетика понравится. Пока, говорит, подождите. Пока, в общем, занимайтесь своими делами. Должно какое-то время, ну, в общем... Нет, вы его не знаете, этого мужчину. Выходит, что не знаете все-таки.
Нет, он приедет к вам с чувствами, и вы его не знаете. Это не тот мужчина, которого вы знаете. Скорее всего, вы его не знаете. Мужчина из прошлого какой-то, вы его отправите, он может появиться, но вы его не примете. Кто-то другой будет. Как вы его узнаете, это тайна, покрытая мраком. То есть приедет как-то, вот приедет, может быть в дороге как-то где-то пересечетесь. Может быть в дороге, может быть когда будет темно. Он вам может помочь в чем-то. Не знаю, как будто у вас будет такое, что вам нужна будет помощь, он вам может помочь. Вечером, поздно вечером может приехать, когда уже сумерки. Да, приедет. Тут я уже 2 раза посмотрела. Когда вечером. С чувствами приедет, это значит, что вот это, вы его не пропустите, он вам как-то по судьбе. Да, только станьте сильнее, уходите из вот этого разочарования, ожидания, что все не то, все не так. Это, в общем, переключайтесь, вот не тратьте свою энергию, свои чувства на переживания. Лучше направьте на свое дело, на борьбу с конкурентами, например, на то, что вы хотите добиться, вот на вот это, на реализацию своего вот этого вот желания. Здесь так. Да, он сам придет. И вот когда вы смотрите, когда вы наполняетесь, приходит ваш партнер. Когда вы в другую энергию выходите, когда вы наполнены, он приходит. Вот ваша пара появляется. И он вам как-то поможет. Или советом поможет. Знаете, или вот действиями какие-то своими. Вот вы будете где-то расстроены, или вам нужна будет помощь, он вам как-то раз так резко, быстро, неожиданно поможет. Он как-то ваше разбитое сердце залечит. Тут что-то такое. Ой, старший-младший, не знаю, старший-младший. Если покажет, не знаю. Да нет, не младше, не младше. Или как-то, может быть, постарше, но младше не показывает. Показывает, что это будет любовь, взаимная. Да. Вот. Сейчас подсказку на ваш вопрос. Подсказка на ваш вопрос. Извлекайте из опыта позитив. Видите, что бы ни случилось, извлекайте из опыта позитив. Вот, так что спасибо за вопросик. Пусть он поскорее появится в вашей жизни. Так что занимайтесь своими делами, и он сам потом, когда вы вот не будете ожидать, вот делайте, бац, и вот будет такой момент, ваша встреча произойдет неожиданно так вот. Так что вот. Ульяна Лобанова у нас за донатики вопросы. Аля Алена тоже самое, такой же ответ. Спасибо за ответ. Да, не все потеряно, так что все нормально будет. Не переживайте. Занимайтесь своими делами, и он сам на вашу энергию придет. Он вас заметит, выделит среди других.
Вот. Так, давайте посмотрим, пока у нас нету больше вопросов. Давайте посмотрим послание из будущего. Будет 10 посланий из будущего. 10 посланий. На английском пишу. Да ёшкин-матрёшкин. Сейчас. 10 посланий из будущего. Можете загадать там циферку какую-нибудь, 1, 2, 10, любую, можете несколько посланий из будущего. Так, кто загадал циферку 1? Послание из будущего. Сделай сюрприз близкому человеку, он нуждается в твоем внимании. Так что сделайте сюрприз близкому человеку. Так, двоечки. Ты уверен, что выбрал правильную дорогу? Что ждет тебя в конце пути? Двоечки, вот тут вот вам нужно подумать еще раз, правильно ли вы думаете, правильно ли вы выбрали, нужно ли вам это вообще на самом деле, подумайте. Троечки. Троечки. Позвони. Позвони тому, о ком вспомнил первым, как только дочитал послание. Вот. Тройки. То есть четверки. Тройки были уже, тройки, спасибо, теперь четверочки. Кто четверку загадал? Купи то, о чем мечтал, даже если сейчас это тебе кажется дорого. Пятерочку кто загадал? Остановись и оглянись вокруг, ты упускаешь что-то важное. Что-то важное прям рядом. Шестерки, кто загадал шестерки? Так, если тебя не слышат, не нужно говорить громче. Семерки. Не нужно оставаться с тем, кто разбивает твое сердце. Дари свою любовь только тем, кто этого достоин. Восьмерки. Эта ноша слишком тяжела для тебя. Ты не обязан ее нести. Видите, что-то вы можете отпустить, и вам будет легче. Девятка. Разреши себе сделать перерыв. Переключи свое внимание на что-то другое. Я хочу купить то, о чем мечтаю, куплю. Классно. Значит, купите, да. Десятка. Десятая, кто загадал? Тебя поглощает рутина. Измени привычный образ жизни. Иди другой дорогой домой, смени имидж, покупай новые продукты, сделай что-то необычное для себя. Вот 10 посланий из будущего. И давайте посмотрим, что делать, чтобы неделя была хорошей, что не делать, чтобы неделя была хорошая. Так, у нас предсказание на 2024 год. Если кто-то хочет, то есть номера свободные с 50 по 56, с 58 по 65, с 70 по 73, с 79, потом с 81 по 87, с 89 по 98. Любой номер можно выбрать, и я прочитаю. Так, что делать, что не делать, чтобы неделя была хорошая. 3 позиции. Сейчас я напишу. И что не делать, чтобы неделя была вот. Первая позиция. Так, сейчас я тут еще включу, то я не вижу. Так. Первая позиция. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Что не делать, чтобы неделя была хорошая? Что делать, чтобы неделя была хорошая? Чтобы неделя была хорошая, прислушивайтесь только к своим желаниям. Чего вы действительно хотите? Хотите мороженое, купите себе мороженое. Хотите туфельки, купите туфельки. Не хотите идти с ним в кино, не ходите. То есть, хотите свой фильм посмотреть, посмотрите. Хотите с девчонками посидеть, посидите с девчонками, погуляйте там. То есть, делайте эту неделю то, что хотите, то, что внутри просит вот эта ваша душа, ваше сердце. В общем, прислушивайтесь к своим желаниям, радуйте себя.
Что вам не надо делать на этой неделе? Вам не нужно слушать вообще какого-то мужчину, который будет вам что-то навязывать. Не слушайте других людей. Тут как бы нужно прислушиваться к своим эмоциям. Другие, если люди будут что-то вам говорить, пробивать вас на чувства, чтобы вы переживали, вообще пофигу, что другие говорят, вообще не слушайте, не прислушивайтесь, вот, не эмоционируйте. Здесь вот так вот. Не будьте чувствительны к другим людям. На этой неделе прислушивайтесь к себе. Двоечки. Чтобы неделя была хорошая, что делать и что не делать. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Нужно двигаться вперед. Если вы хотите куда-то поехать, езжайте, дорога будет удачная. Если вы хотите там с кем-то познакомиться по работе, коммуникации, вот эти все, знакомьтесь, общайтесь, раздавайте свои визитки, говорите о том, что вы умеете. Здесь продвижение по работе, может быть, какие-то новости, знакомства по рабочим вот этим моментам разным. Общайтесь, здесь много общения и поездок. Здесь будьте активны, активную позицию занимайте. Что не нужно делать? Не нужно, опять же, поддаваться эмоциям. Не нужно зависеть от другого человека. Не нужно включать эмоции и переживать. Вот этого делать не нужно. А нужно двигаться и действовать, не сомневаясь, без сомнений. Ого! Пригласил сам исполнитель. Ну, если не хотите, можете не ходить. Может быть, вы будете чувствовать себя обязанной. Это ваше дело. Так, третья позиция. Что делать, чтобы неделя была хорошая, и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Можно, кстати, посмотреть подсказку на вот этот, на ваш... Ой, смотрите, что делать, чтобы неделя была хорошая для троечек. Тоже нужно прислушиваться к себе, к своим желаниям нужно прислушиваться. Наслаждаться жизнью, больше отдыхать. Делайте то, что вам нравится, то, что вы любите, то, что вы хотите. Кто там в теплых странах, хотите позагорать, позагорайте. Отдохните, ничего не делайте. Тут как-то вот так вот, что делать. Будьте аккуратны еще и внимательны, чтобы не упасть, кстати. Вот. Что не делать, что вам не нужно делать. Не нужно никуда торопиться. Не нужно кому-то отправлять какие-то сообщения. Не нужно делать поспешных выводов. Не нужно куда-то бежать и спешить. Вот это не нужно. Так что расслабьтесь и отдыхайте. Нина, если вы думаете, что вы чувствуете, что вы не хотите идти, то не ходите, конечно. Вот, так что это нормально. Вы лучше знаете, как вам лучше. Что он вам не по судьбе, но интерес, да, есть такое, бывает, да, общаешься с людьми, и ты видишь, что ну ничего же у вас не получится. Ну какой смысл тратить свое время, да, вот это вот общение на человека? Бывает такое, бывает. Может быть, вот это ваша интуиция работает, когда вы не хотите с человеком, например, встречаться, потому что, может быть, это вам и не надо, потому что иногда мы залазим в отношения. Я к тому, что вы мне уже сказали. Да, у вас ваш человек, он идет с любовью, с чувствами именно к вам, не кому-то там, а к вам. Главное, чтобы они все поскорее бы дошли, эти люди, которые по судьбе, которые для счастья нам. А то ведь всякие уроки почему-то не дают никогда так сразу. Мы должны какие-то уроки пройти, что-то там чему-то научиться, стать лучше, что-то там понять, да, и только потом придет тот человек, с которым вот именно, видимо, мы должны сначала понять, как ценить, чтобы, когда он придет, оценить его прям по полной и никому не отдавать, не отпускать, сказать, все это мое. Вера, да, можно подсказку?
Подсказка для Веры. Позвольте себе быть не идеальной. Позвольте себе быть не идеальной. Будьте сами собой. И вот еще вам тоже. Относитесь ко всему с чувством юмора. Это туда же все. Вот. Так что так. Да, этот человек, Нина, вам точно не по судьбе. Он вас расстроит, если вы будете с ним общаться. Расстроит это общение. Можно подсказку, можно. Подсказки у нас бесплатные, в свободном доступе, пока я в эфире. Так, подсказка для меня. Подсказка. Следите за знаками, которые подает вам Вселенная. Такая вот подсказка. Обращайте внимание на все. Знаки вам даются. Почему расстроить, не знаю. Ой, вам не понравится. Вам что-то не понравится, вы будете чем-то недовольны. Если вы что-то сделаете, вы будете недовольны. Он вам не даст определенности. Вам не понравится. Да ладно, поздравляйте с днем рождения. Если вы поздравите с днем рождения, это не значит, что вы выходите за него уже замуж. Общаться-то вы общаетесь, но общаться-то можно. Что ж теперь не общаться, что ли? Что ж теперь получается так? Все мужчины, которых я знаю, я с ними не буду общаться, да? Не, ну если по работе, конечно, это одно, это понятно. Ой, извините, мне уже спать пора. Я сегодня думала по-быстрому. Я все сделаю. Дам вам ответ и вот. Ну, если хотите с ним дружить, то дружите осторожно. А вот не давайте деньги в долг. Хорошо? Денег не давайте. Вот. Ой. С ним только временно можно пообщаться. Ну, как бы на время. С ним как-то в деньгах вы можете потерять, если будете встречаться. Я не знаю почему. Да, Татьяна, можно донат отправляйте, если там ссылка вам видна. Но с ним можно время хорошо проводить. Почему? Вы можете общаться. Ну, как он отреагирует на поздравление, ему очень понравится. Вы дадите ему надежду. Вы дадите ему надежду, что с вами можно построить серьезные отношения. По крайней мере, вот. Зажгете в нем чувства. Вдохновите его. Ладно, потом почву из ног так не выбивайте, ладно, общайтесь и общайтесь. Но главное, чтобы в деньгах почему-то, вот, чтобы вы не потеряли. А так все нормально, там можно общаться, что нет.
Все зависит от ситуации. Много же разных ситуаций может быть. Тут уже вы можете общаться, время придет, как бы, и вы сами поймете, общаться с ним дальше или нет. Ну вот. Деньга. Ну да, тяжко у вас будет с деньгами, если вы будете с ним общаться. Он может вам дать какие-то эмоции, но с деньгами у вас будет что-то тяжко прям. Да. Ну, знаете, вы как будто ему дадите надежду, а потом заберете. С ним ничего не получится так-то. Вы только потратите свою энергию, да, но не получится. Он как будто вас будет ограничивать. Вот это вот общение будет ограничивать вас, ваших возможностей, как-то так вот. Он вам для того, чтобы вы какие-то знания получили, сделали какие-то выводы. Расстроились, что нету такого серьезного вашего мужчины, а попадаются одни те, кто болтают и ничего не делают. Да. Вы подумаете, что так нечестно, все, я пойду в новое. Ну, может вас подтолкнуть быстрее пойти в новое к своему мужчине. Да, с которым будет семья. У вас мужчина, с которым будет семья, впереди. Его сейчас нет, он впереди. Вы сами поймете, дружить с ним или нет. Вы сами его отсеете. То есть, как бы, если вы сомневаетесь, то общайтесь, а потом сами увидите. Потому что так вы будете сомневаться. Будете думать, а вдруг, а стоило, не стоило. Поэтому, если хотите, общайтесь, вы потом поймете, просто обращайте на знаки внимания и поймете, нужно это вам или нет. Это все. То есть, нужно доработать общение вот это вот. Если вы хотите, то лучше к себе прислушивайтесь. Не слушайте меня, прислушайтесь к себе. То есть вам нужно доработать с ним как-то вот это общение, понять вот эту причину, а потом только расстаться. А если нет причины, то можно общаться и как бы вот. Просто некоторые уроки, если мы не проходим, нужно проходить. Ну вот хотите, сталкивайтесь, хотите, нет. В общем, смотрите сами, как хотите, действуйте. Просто вы уже знаете, к чему быть готовой, да? И вам уже легче будет встретить то, что произойдет. Да, осознать вот это вот, ну, то есть ситуацию. Бывает, не веришь, как это возможно, а потом бац, ну вы уже хотя бы будете готовы морально, что такое может быть. Что, ага, ну вот подтвердились мои догадки. Или наоборот, ну, а тут вот, ну, может быть, все нормально будет. То есть, как бы вот, нужно же самим через это пройти. Когда кто-то говорит, это же одно, а когда вы сами, другое. Вот, я сейчас донатик отвечу. Татьяна мне скинула. Я вижу донат, вижу. Вот, сейчас. Ставьте там в эти лайки, ставьте под видео, мне будет приятно. Я забыла. Так, давайте Татьяну смотрим. Что у него сейчас происходит? У него сейчас меняется судьба. Меняется судьба. Татьяна, вам смотрим. В какую сторону? Ну, не очень хорошую сторону у него судьба меняется, потому что здесь он сейчас находится в какой-то ситуации, в зависимой,
когда он ничего не может сделать, когда тут еще замешаны другие люди. Какая-то ситуация, от которой он не может избавиться и не может что-то ее решить. Ему приходится в ней находиться, ему надо это прожить, ему надо через это пройти. Отправила вопрос. Хорошо, я сейчас Татьяне отвечаю, потом вам. Вот, могу показать то, что у него происходит, да, то, что вот у него не очень-то. Встретил ли он другую? Он не встретил пока другую, нет. У него сейчас какая-то зависшая ситуация, с которой он не может пока выйти с нее. В новое пойти пока не может он. И не может никого пока встретиться, с кем-то познакомиться, нет. Потому что ему нужно разрулить вот эту ситуацию, подвешенную вот эту вот, когда вот он не может. Ему тут помощь нужна, чтобы из нее выйти. Но это определенный опыт. Это для опыта у него сейчас что-то такое происходит. Может быть, вы это и есть, потому что здесь, знаете, вот шанс, чтобы восстановить отношения, у него сейчас невозможно действовать. У него сейчас он не может, вот, чтобы восстановить с вами отношения, вот это вот нет, он проходит через то, что вот это все закончилось, и это как бы от него не зависит восстановление вот этого вот общения. Ну что, все, уже ничего не изменится, все в прошлом. Да, что видите, что все. Был уход, расставание. Нет, хочет ли он вернуться, он не знает пока что. Пока что нет, он не думает. Он думает о том, что да, с вами было классно, да, вот эти вот отношения были замечательные отношения, когда вы понимали друг друга. Он эти моменты вспоминает, он думает об этом. Но то, что нужно бороться, чтобы это все вернуть, а он не понимает вообще. Не понимает, хочет, нужно бороться, не нужно бороться. Сейчас он хотел бы пережить вот эту ситуацию, которая произошла, и пойти в новое. Он хотел бы наслаждаться своим временем, что-то сделать, то, что он хочет, поехать, куда он хочет встретиться, с кем он хочет. Как-то восстановиться хочет он. Ну, работать над отношениями, чтобы восстановить, здесь нет этого. Как будто это невозможно. Это тяжело очень. И в деньгах тяжело. Нет, хочет ли он к вам вернуться? Знаете, он не хочет быть в ситуации жертвы. Почему-то он себя чувствует, что к вам он не хочет вернуться, потому что ему придется чем-то пожертвовать. И он думает, что он опять ту же ошибку совершит, и опять будет то же самое. И опять вы расстанетесь, опять вот это все. Да, даже если он к вам приедет, он думает о том, что даже если он к вам приедет, неожиданно там, да, приедет, то все, вы его обрубите, все. Вы скажете, все, нет, так нет, все, иди отсюда.
Нет, тут насчет денег у него, как, в общем, что-то произошло, он что-то сделал, что ему не понравилось. Он думает, что вот по-честному должно было быть по-другому, а случилось как-то не так. Ну, как будто его что-то ограничивает. У него какие-то мысли есть, что он может потерять в деньгах, меньше денег получить. Как-то все, что-то тут с деньгами. А на самом деле у него... Не, у него нормально все с деньгами, но у него есть страхи, что у него проблемы могут быть. Если у него проблемы. Он думает, что, я не знаю почему, но он думает, что женщина при расставании выиграла больше. Ну, не то, что выиграла больше. Как будто женщина при расставании получила больше. То есть она как победитель вышла из этого расставания. Вы в более выигрышном как бы положении. Почему-то он так делает. Тут нету, что он будет возвращаться. Как будто он не может действовать. Потому что он очень переживает, и его тут чувства задеты. Да нет, он пока не хочет, как раньше, восстанавливать отношения. Ну, нету здесь, чтобы он прям сильно хотел. Он переживает какие-то свои у него волнения тут. Думает, что вы его не примете, даже если он захочет. Все равно разбитое сердце выпадает. Тут не очень вы будете удовлетворены. Даже если вы вернете, попытаетесь вернуть то, что было раньше, опять получится то же самое. Тут как-то по справедливости получаете. Тут как-то вот так должно быть. Тут все честно, как и есть. Вот вы что заслужили, то и получили. Здесь как-то так. Тут как-то, что вы можете сделать, тут не показывают, что вы можете сделать. Тут его показывает только. Что он хочет быть от вас подальше, чтобы не зависеть от вас, чтобы не было зависимости к вам. Удариться в работу хочет. Он хотел бы вообще по жизни, он хотел бы стабильных отношений, семейных отношений он хотел бы, чтобы просто наслаждаться там в этих отношениях, да.
Не знаю, он хотел бы наполнения, понимаете? А вот если вы дадите ему наполнение, а почему-то в семейных отношениях этого не было. Ему нужно больше наполнения. А для этого нужно быть наполненной, ну, самой нужно наполняться. То есть как будто что заслужили, то и получили. Вот так. По справедливости все. Здесь нет того, что он вернется. Даже если вы дадите ему выбор вернуться, скажете, да, ему об этом, что вы его там ждете, даже в этом случае он может не вернуться. Даже если вы как-то вот вместе будете пересекаться или захотите быть вместе, да, то перспектива такая, что уже близости у вас не будет той, которая бы вам нравилась. Вас будет расстраивать то, что он делает. Он будет вас просто убивать вот этим своим поведением. Между вами может быть какая-то зависимость, завязка. Какие-то зависимые отношения. Но тут здесь, возможно, вы можете и поругаться, и он может делать то, что вам не понравится. Но это, знаете, все равно в итоге будет расставание. Ну, и то, что вот это вот вам как бы по судьбе так и идет. Даже если вы будете вместе, да, это тоже будет как веселые горки у вас. То одно, то другое будет случаться, такое все ничего не понятно. Вас будет не устраивать вот это ваши отношения все равно. И в итоге все равно вы расстаетесь. То есть как бы вы тут знаете недостатки человека. И он тоже знает. И итог такой вот. Это как бы по справедливости, это как бы так должно быть. То знаете, тут как будто это дано вам для того, чтобы вы поняли, что он так и будет продолжать обманывать и делать то, что ему выгодно. Обман будет от него, он также будет юлить, там что-то недосказывать. Вам будет не хватать его в отношениях. Как-то тут так вот. Да, и вы как будто на те же самые грабли будете наступать, и будет то же самое повторяться. И тот же самый, вот из-за чего вы расстроились, он то же самое и сделает. Угу. То же самое сделает и пойдет в новое, благополучно для себя. А вы там будете переживать. Ну, вы его опять отправите сами же. Нет, он не будет ничего действовать. Он пока что нет. Вот, но в итоге это смотря... Не скоро, через какое-то время он, возможно, захочет появиться, но не сейчас. Не сейчас. Будет наблюдать за вами месяц, через 2 месяца может прийти. Ну, вот так вот встреча. Ну, до 2 месяцев можете встретиться. Да, до месяца, возможно, переписка, или будет наблюдать за вами. До 2 месяцев он к вам может прийти, вы его пошлете там вообще обратно, почему-то так.
Но через 3 месяца опять же у вас будет то же самое. Расставание там. Ну как-то такая вот ерунда. Опять то же самое. Если вы хотите общаться, вы можете общаться, чтобы понять, действительно вам это нужно или нет. Только реально смотрите на вещи, на его отношения, на то, что он делает. Не придумывайте ничего себе. Подсказка вам на ваш вопрос. Следите за знаками, которые подает Вселенная. Видите, тут вам это как бы говорят, об этом говорят. Если вы не будете прислушиваться, то будете опять в это вляпываться. И потом опять вам будут подсказки, только они будут уже посложнее. Ну как посложнее, посильнее. Посерьезнее, я бы так сказала. Посерьезнее будут. Даже тяжелее могут быть моменты какие-то. Вот. Здесь так. Ну хотите, можете общаться, вы потом сами поймете. 3 месяца у вас есть. Месяц все хорошо, 2 уже плохо, 3 так все. Лучше бы не начинала, да? Ну как бы, ну посмотрите, если хотите. Вот. Вот тут еще донатик дальше, пока смотрю. Татьяна, спасибо, пожалуйста. Смотрю следующий донат. Румия. Чувство и намерение человека к вам. Я здесь, хорошо. Сейчас посмотрим. Так, истинные чувства. Истинные чувства, кстати. В чувствах к вам есть страсть. Он в вас видит такую женщину, которую желает, хочет, и с вами классно и интересно. У вас энергетика такая, знаете, вы нравитесь ему внешне. Если у вас был интим, не было интима, но все будет отлично там. Он вас видит такую, что прям вы очень-очень привлекательная. И внешне, и внутренне. У вас какой-то стержень есть такой, который, знаете, интересно с вами очень. Вот вы такая, знаете, чего вы хотите. Энергетика у вас вкусная для него такая, хорошая. В чувствах страсть. Да, он хотел бы с вами попробовать отношения. Да, но знаете, такие отношения, когда вы встретились и расстались. И каждый дальше пошел сам по себе. Блин, вот так вот. Он привык общаться. Знаете, серьезных отношений он бы с вами не хотел. Но может быть потому, что вы еще у вас не дошли до этого. Но он хотел бы с вами, знаете, переписка вот так вот. Встречи, когда он захочет. Приехал, уехал, вот так вот. Фееричные какие-нибудь там встречи такие, чтобы прям, страсть. Тут больше страсти, тут одна страсть. Тут нету таких чувств, как любовь, тут страсть, интерес вот такой вот и быстрое такое общение. Ну, когда встретились, а потом опять расстались. Намерение. В любви хотел бы получить свое, а потом ушел бы к себе домой. Как-то так, в намерениях. Но делать-то ничего такого-то и не будет. Он почему-то не привык делать, как будто, знаете, как будто девушки проявляют инициативу больше. А он, знаете, как будто он чувства не проявляет девушке свои чувства, свои эмоции, а он только соглашается с ними, как бы. Если она захочет, если я ей нравлюсь, да, то я буду с ней. А вот сам нет, сам он чувства не показывает.
не проявляется. То есть он проявляется там только, где он знает, что он нравится этой девушке, он будет с ней общаться, а не будет добиваться, у него нет такой влюбленности. Нет стабильности, нет постоянства, он этого и не хочет. Понравился как-то вот легкие отношения, несерьезные у него. Да, прям в точку эгоист, да. Эгоист, который думает только о себе, который свои границы ни за что не будет нарушать. Ни за что не будет, вот. Он привык. Должно быть так, как он хочет. Его желание в первую очередь. И он как будто женщинами честен. Он даже может и не скрывать этого, что он несерьезно настроен, он такой, он получает то, что он хочет. И не надо к нему туда лезть, типа дальше, глубже, дальше, ну, то есть в его душу, он там закрыт. А вот получили удовольствие, и все. Да, если вы будете продолжать с ним общение, вас только это будет расстраивать. Он будет давать вам только надежды, вы будете на него тратить много времени. Но если вы расстаетесь, да, если вы не будете с ним общаться, то это как бы ваш определенный опыт. Вы пройдете урок, как надо делать выбор, как вы хотите. Вот у вас свои принципы какие-то определенные, и вы их не нарушаете, вы идете вот по своим принципам. У вас хороший урок проходите, если вы с ним решили расстаться и правильно сделали. Потому что вы научились делать правильный выбор сердцем, и ваши вот внутренние принципы вы не нарушаете, а наоборот ими следуете. И через какое-то время, когда вы вот подлечитесь, когда вот вы успокоитесь, перестанете о нем думать, да, не знаю, может, йогой позанимаетесь или намечтаете себе другого мужчину, здесь у вас в вашей жизни начнутся свидания, но, знаете, вы будете осторожничать, так сказала бы. Не обманет ли вас новый мужчина? То есть смотрите, у вас есть такие принципы, когда вот вы хотите встречаться с мужчиной, и чтобы это уже точно, например, если вы видите, что человек хороший, да, то нужно строить с ним стабильные, серьезные отношения, да. Если вы видите, что человек такой себе, тут гуляет, там гуляет, фиг знает с кем перезванивается, да, то тут вы принимаете решение, что мне такой не нужен, и сразу расстаетесь. То вы как бы потом в вашей жизни появляются люди новые, и вы уже показываете, каких отношений вы хотите, да, и все. И вот эти мужчины, которые вас обманывают, они уходят с вашей жизни. Да, в вашу жизнь потом придет новый человек, как раз-таки для стабильных, серьезных отношений. То есть вы показываете миру, что нет, мне это не надо, потому что если вам это надо, вам это и будут давать, только еще больше, еще хуже. Вы показываете, что это вам не надо, отстаиваете как бы свое, да, что я хочу так. И все, и вашу жизнь дадут, вам дадут такого мужчину. То есть у вас еще после вот этого мужчины только в йогу собралась, да, это классно. Вот после этого мужчины у вас может быть еще такой мужчина, который вас может там, да, то есть вы проверку, как для проверки, если вы увидите, что он вас может обмануть, да, или что-то вам не договаривает, или юлит что-то, то вы сразу его отсекаете, все, и ваша жизнь потом меняется, и вот эти мужчины уже они не будут приходить. То есть еще может прийти после него один для проверки, но вы сразу поймете, вы уже сразу поймете, вы даже не будете его там рассматривать, вы сразу поймете, что это не ваше, вот, и все, и потом новый мужчина приходит для серьезных отношений, то есть все уже, больше не будет таких мужчин. Да, вот эти ваши страхи, они останутся в прошлом, все, это вообще не надо будет переживать, это вот ожидание, когда это, что это, не-не-не-не. Да, новый этап начнется, и как бы вот
Так что восстанавливайтесь, не думайте, если кто-то что-то ненадежный мужчина такой вот, не надо вам, да, сливать свою энергию, не надо. Если вы не будете сливать энергию, представьте, вы какая будете наполненная, какая вы будете, не знаю, харизматичная, и вообще ваш мужчина вас сразу заметит. Да. Да, вы там по справедливости получаете своего мужчину. Тут с этим вы будете одна все равно. Так, вам подсказка на ваш вопрос. Забудьте о страхах и сомнениях. Такая подсказка. Так. Ну да, тут и подсказка такая выпадает, что будьте честны сами с собой. По-честному, не разбивайте себе сердце, не обманывайте себя, не заставляйте себя там что-то делать, что вам не нравится. Будьте честны с собой. Ну, вы знаете, что он разобьет вам сердце. Ну и нефиг туда лезть тогда. Не надо. Вот. Благодарю. Вас тоже благодарю за ваш вопросик. Удачи вам. Вот. Так. Подсказки. Сейчас еще раз посмотрю донатики. Все, больше ничего не присылайте, пожалуйста. Вопросы не присылайте. Будем сейчас собираться спать. Уже поздно. Вот. Ну что, я желаю всем удачи, чтобы все получилось, чтобы намеченные цели были достигнуты. Вот, чтобы с вами были любимые люди, те люди, которым вы дороги, те, кто вас поддерживают. Всех, естественно, со Старым Новым годом. Вот, сегодня, оказывается, праздник. Я вылетела с этих моментов, когда и что, какие праздники. Вот, я вас обнимаю, как всегда обнимаю, целую, чтобы у вас все было хорошо. Ну все, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики, чтобы эфиры не пропустить. Видите, эфиры, они мне немножко сбиваются. Но как пришла, я сразу к вам. Вот, так что удачи, классной недели, классного года вообще, что все у вас было хорошо. Договорились, что все было хорошо, вы обещали. Все, пока. На следующей недельке в субботу приходите.